Цель сеанса моя такова. Я душа, я человек, я душа, моя истинная суть всегда была светом, и я и есть свет. Я расторгаю все контракты с антимиром, а также подконтракты, фрагменты, зеркала, убрать крючки, зацепки антимира, обличить все, что скрыто, снять защиты на снятие магии, со всех скрытых фактов моих договоров с темными энергиями, отменить все последствия. Я выхожу из христианского эгрегора, я отменяю свое крещение, я выхожу из эгрегора черной магии, я отменяю все ритуалы вызывания духов через иголку, карты, выливание воска, зеркала, коридоры, свечи, гадания на картах, по руке, астрология, гороскопы. Я отменяю все ритуалы, которые я совершала на христианские праздники. Я выхожу из эгрегора коммунизма, я отменяю все ритуалы, связанные со вступлением в октябрята, пионер, участие в парадах, произнесение клятв и лозунгов, отменяю ношение значка звезды с Лениным и галстук. Я выхожу из программ рода. Я отменяю контракты с программой «Отец». Я выхожу из эгрегора жертвы, страданий, беспамятства, предательства себя и других. Я отменяю навязанную программу жертвы. Я возвращаю свою целостность, все свои утраченные частицы души. Я запрещаю считывать мой ДНК, восстанавливаю свои границы. Я беру под контроль свою жизнь. Я восстанавливаю свое здоровье, нейронные связи своего мозга. Я убираю все чипы, импланты, системы надстройки. Я отключаю, убираю все программы контроля над моим сознанием, эндокринной система. Я отменяю все прививки, все операции земные и на эфирном плане, все эфирные беременности. Я отменяю все сотворчества с темными паразитическими цивилизациями, все результаты содеянного мной непокорным божественного всесвета. Я обнуляю и уничтожаю. Я призываю карму на антимир и на все структуры, за вторжение в мое пространство, за насилие над моей душой и телом. Отменяю свои страдания в детстве, я отменяю нежелание жить, мысли о суициде, я отменяю ненависть и презрение к себе за то, что я родилась в результате похоти своего отца. Я рождаюсь в светлых энергиях, я восстанавливаю свои личные границы, я восстанавливаю свою самооценку, свое «я». Я закрываю все порталы моей энергосферы. Я взрослая, самостоятельная, здоровая женщина. Отныне живу в согласии и коммуникации со своей душой, своими энергополями и пространствами, поконом Творца и Божественного Всесвета. Я передаю свою информацию о своем сеансе своей дочери Екатерине, матери ушедшей ныне Екатерине, отцу Григорию, своему брату Евгению, своему брату Алексею, сестрам Елене и Светлане, мужу Алексею. Вот, и еще у меня вот сон, когда я уже однажды писала его, и когда я хотела купить букет, когда кто-то купил, я же цветочница, какой красивый. Вместо огромного красивого гигантского букета мне подают какую-то странную конструкцию, палочки так стоят на них, вот штекеры, которым в букеты вставляем, покосились все. А там все наши госструктуры, такие покосившиеся все. А я думаю, что они так качаются, как будто еле воткнутые. И думаю, как странно, какая хрупкая конструкция. И думаю, почему у меня в руках, думаю, как легко их, да их просто-напросто так легко убрать. Они уже наклонились-то все. Думаю, как легко их уничтожить. Но они вот такие вот все, как старый покосившийся забор. Вот я вот эти вот наши, все, что вот это есть, вот все наши госструктуры, они все вот так вот у меня в руках были. Я так на них смотрела и думала, какая странная шаткая конструкция, такая, которая покосилась как забор, вот так вот. Там все вот так болтается уже на бок. Вот такой сон. Вот, но я больше, снов очень много было, поэтому вот я просто не буду дальше, уже и так времени много наговорила. 2 я думаю, достаточно, Виктория, будет. Вот. Есть еще, конечно, с ЦЕРНом связан, когда мы стояли на смотровой площадке, внизу море, так, и черная туча, а оттуда такое колесо летит, а я смотрю в синем небе наше солнце, как заключено в такой медный обруч такой вокруг него. И смотрю, какое-то колесо летит, как шина огромного трактора. Я так отклонилась, оно просвистело мимо,
А потом я пошла дышать и задала этот вопрос прямо вот во время медитации так. Я как будто его ловлю и спрашиваю, а это еще что, кто, что за наезд с этой черной тучи длинной? А я такая иду и думаю, странно, как-то на матку похоже. И мне говорят, это, говорит, ЦЕРН. И говорит, это такая труба, и такой длинный, такой как горлышко у бутылки. И такой мне говорят, печать. Так закрыто, печать. А это, говорит, ЦЕРН. И вот это вот колесо я так поймала, держу. И вот это, думаю, странно, это длинная такая, как темное облако. И тут такое горлышко, и такой печать. Так, тыц, так. А вокруг солнца такой медный, такой, как медный такой, темный такой, овод такой окружено. Вот. А мы на какой-то такой площадке смотровой с кем-то стояли, так высоко, так и море внизу. Это сон был или что это было? Это сон, а потом я пошла, когда дышать прощение себя, вдруг мне этот сон пришел, и я задала вопрос, почему на меня летело это колесо, что это такое. И мне в медитации вот этот вот пришло, вот этот вот печать, вот так. А они говорят, мы хотим построить какую-то параллельную какую-то вселенную для рабов, типа такого. Так они Такой. это и делают. Вот так сказали, ЦЕРН, и так этот, и говорит, а это, говорит, мы хотим параллельную, говорит, построить, говорит, где одни планеты рабов будут. Так сказали. Печать. Так. Ага. Такой вот. Это вот такой мне ответ пришел, но я когда дышу первый раз, потом я иду на второй круг, а если я на третий круг ухожу, когда дышу, я сначала прорыдаюсь, потом успокаиваюсь, а когда я уже на третий раз, я очень глубоко погружаюсь. Я, Виктория, себя видела светящуюся, большую, и книга такая у меня светящаяся в руках. Я себя видела большую. И иногда вижу себя в виде какой-то статуи, но мне от этого, конечно, очень негативно, какую-то как статуи, которых руки отломаны. Вот, но видела вся светящаяся такая. И так у меня так стою, и так у меня книга в руках такая, так. И плачу. Вот так, плачу, вот дышала, плачу. Я говорю, я согласилась пойти, да столько жизней, я согласилась упасть, и шансов мне собраться вообще не было. И плачу, как будто я так в темноте, а светлые руки мне вот так по голове вдруг появились и говорят, мы здесь. Я вся плачу в слезах, а мне руки вот так гладят мою голову наклоненную. Много светящихся, говорят, мы здесь, вот так вот. И они меня так поддержали, я знаю, они говорят, ты не одна, мы здесь. Я просто просмотрела все свои жизни перед тем, как на землю спуститься, упасть. Я знала все свои жизни, как я буду жить. А перед воплощением я видела в медитации, как перед тем, как к маме пойти на рождение, я увидела, мама лежит уже, готовая принять отца, а я как будто на той стороне жду. И кому-то говорю, кто-то говорит, кто-то беспокоится, а я так поворачиваюсь, говорю, я справлюсь. И полетела. Потом я уже видела себя маме в животе, сосуды кровеносные, и мне было страшно, я не хотела рождаться. У меня такой был негатив, у меня был дикий страх, и я вот это все продышивала, свой страх и нежелание рождаться в результате как побочный продукт похоти отца. И вот это вот презрение к себе и ненависть к себе, вот это вот я все выдышивала, чтобы занять свое место в этом мире, чтобы прожить эту жизнь в любви и счастье. Так, как согласно своим энергиям, как моя единственная суть моей души. Что я не злой, не магичный, что я добрая, без всяких магических практик, я светлая душа. И вот я все выдышала, что я отменила свои суицидальные мысли все свое нежелание жить, что я там придумала, как бы мне умереть, потому что мои даже границы день за днем разрушались в детстве всеми подряд, и семьей, и школой, вот.
И вот это вот я все выдышивала, пока, Виктория, вот эти 3 месяца, пока вот у нас был такой большой перерыв, вот это вот я все прорабатывала. Вот я по 2, по 3 раза заходила, как по состоянию. И все вот это вот я буквально кричала, заворачивала руки так, что я руку вот не могла разогнуть. У меня просто судороги так меня скручивали, потому что я потом я говорила, что я светлая душа, я человек, я имею право жить светлой, насыщенной жизнью, я возвращаю все свои Молодец. энергии. Молодец, Да, Вера. Но да, время да, у нас не резиновое. Мы все, все, тебя все, поняли. да. Молодец, хорошо потрудилась. Я просто заявляю, что вот все, я полностью к сеансу готова. И вот я говорю мужу, и говорю, он говорит, ни пуха, ни пера. Я говорю, и пух, и перья в мои большие Крылья. крылья. Не будет больше этой пословицы в моей жизни. Говорю, забудь. Вот так. Молодец. Да. Хорошо. Давайте начинать, только я выключу свет, он все-таки мне мешает. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Какой-то балаган и слышу Света. Мгм. Понятно. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Веры. Вера. 1, 2, 3. Я ее вижу, она стоит над этим темным пространством, где этот балаган. Между этим балаганом и там, где она стоит, такая какая-то прослойка идет, как туман. А Вера стоит и как будто бы, знаешь, семечки кушает, плюет вот так вот. Мгм. Такие черные. Да, это она. Мгм. Да, Считала, да? да, Мгм. да. Хорошо. Спроси, да, что ты видишь? А так интересно, ее энергосфера вот так как-то рывками такими и звенит. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у Веры, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Она говорит, что разрешает, и от нее притягивается такая светлая рука, вот на уровне даже ниже колена, ладонь, рука так протянулась, такая длинная. И она этой ладонью как будто бы что-то накрыла, что-то черное. Это черное там считывается как разрыв связей. Со вселенной жизни. Мгм. Эм, Там какой-то, знаешь, как булавочка какая-то с такой кругляшкой сверху. Мгм. И эту, ну, она почему-то булавкой. Булавка это такие штуки, как шьют, и такие булавочки там швеи прикалывают. Закрепить используется. Да. Да, я вижу, что какая-то темная сущность как бы подсаживает вот так вверх эту булавку. И я вижу, что от этой булавки пошла вот связь в секторе магии. Слышу детский, буквально считывается гомон. Ну, гомонить, Мгм. ну, разговоры такие. И смех, бегут, э, слышу это. Вот. И вижу, усаживаются детки. Мгм. И одна девочка, это что, Света? Очень темная. Над ней склонился такой, а, считывается, демон власти над душой. Мгм. И еще двое детей. Так. И Вера. Вот М. она. Вера самый светящийся ребенок среди этих, а один ребенок почему-то считывается инвалид. Мгм. И у этого
ребенка как будто бы руки и ноги вот так затянуты в сектор интерферентов, в этот портал. Мгм. И я Так. вижу, что там такая стрелочка. Крутится стрелочка. А, вот она оказалась, вот эта И- булавочка. ага, иголочка с ниточкой. Циферблат. Иголочка, ну, с такой булькой, и Мгм. как кружочек такой, ну, не кружочек, Да. прямо как такая булька, и такая стрелочка поворачивается. Мгм. Считывается духовный блуд, обман. Так. Что Это вызывание происходит? духа. Мгм. Что происходит в эфирном плане, когда они это делают? Я вижу, что вот эта светящаяся девочка Света, она буквально высасывается, вот как вот так вот звук идет, как будто бы высосали ее с этого, считывается из дома надежды. Мгм. Вот, и ее вот светлая часть, божественная, я слышу, ушла в кладовую Люцифера. А вот эта сущность, которая там как бы подтягивалась, чтобы протянуться в наше пространство, потому что он не может выйти в наше человеческое пространство, потому что он считывается безликий, Мгм. почему-то безликий. И у меня очень сильно сейчас поднялась температура, я прямо горю вся. Мгм. Поднимись, Виктория, повыше вибрационно. Сейчас я ну, а я и Посмотри, есть, что ждет. и Мгм. есть вибрации очень высокие. Ага. Это как защита в А. этих Мгм. низковибрационных пространствах. Так. Поставь стекло, чтобы это не влияло на тебя, эти энергии. Я говорю, что я не могу. М. То есть не то, что я не могу, что сил нет, а не могу, что мне нужно оставаться на связи С Верой. Ой, и с, да, с Верой, да, по-моему. Мгм. и Светой, и с этой и Верой, потому что Света там же находится. Мгм. Она считывается как предводитель. Так, Виктория, а И там почему? постоянно идет, что принесла в жертву. Мгм. А почему тебе нужно и со Светой иметь связь сейчас? Ну, потому что у них связь особая какая-то. Ага, надо А, рассмотреть. Мгм. да. А Вера, она Так. считывается, что предана, постоянно идет предательство, предана. Мгм. Предали ее, да? Да. Так, а что произошло с Верой, когда произошел этот вызов духа? Оно считывается высосано до предела. Мгм. А вместо этого, вместо ее божественной души с правой стороны пришел такой образ, такая энергия, как какой-то чужой человек. И он достает я слышу похоть, достает такого метрового своего этого пиндера и Мгм. так ему размахивает и говорит, что будет учить ее. Так, что это за человек такой с этим пиндером? Приказываю ему убрать все иллюзии, э, проявиться Я согласно слышу, его что это истине. Мгм. дух Что? презрения к себе, к жизни, Мгм. люциферианское начало. То есть, когда она ну, вызывала этого духа, она открыла портал и призвала в свою жизнь смерть, я слышу. Источник смерти, наказание. То есть открыла портал
к самоуничтожению, к саморазрушению и к самоуничтожению той божественной души, которая связана с этим воплощением. То есть я вижу, что, не только в этом воплощении. Я подумала, но божественное я остается? Нет, оно тоже вытягивается, высасывается. Человек осуждает уже, он сам себя осуждает. Так Вселенная устроена, что сам себе судья каждый. Вот эти программы так срабатывают, что он себя осуждает, то я вижу, как исчезает вся его субстанция, все высшие я, то Мгм. есть вся душа человека с его, я слышу, с перспективой жизни. То есть вся перспектива жизни, я вижу просто так, пух, как угаслась, как свет пропал. Вот эта вся связь с высшим источником, она исчезает. Мгм. Создан по образу и подобию Бога. И вот это то, что я слышала, как звенит и вот так вибрирует, это вот человеческий мозг, я слышу. То есть человеческий мозг наполнен, я слышу, изначально светом. То есть у каждого человека есть на самом деле все ресурсы для того, чтобы вот сохранить свою божественную душу. Мгм. Посмотри, Виктория, подписывает ли Вера контракт в этот момент, когда она вызвала духа? Сейчас я ее увидела, такая большая-большая, с крыльями. И она показывает, а крылья сзади как бы там, где основание крыльев, вот такой, как будто рука черная, кто-то цап, вот так вот связал их вместе. А вот здесь, возле правой ноги, такая огромная книга. Мгм. И в этой книге звучит вот так. Миссия спасения человечества от Мгм. разрушения мглой, тьмой. То есть вот этой матрицей несуществующей реальности. Вот эти все грезы, вот эти все программы, подсознание, вот это цифровое наше Мгм. пространство, это несуществующая реальность. Посмотри, Виктория, что это за миссия, как Вера в этой миссии, как она с ней участвует. Она считывается как упадшая из упавших, погребенная заживо, убиенная заживо. Потом вижу эти ситуации, когда ее били, в бочке топили, когда это ее насиловали. То есть я слышу, что она как прошедшая ад Мгм. и возродившаяся. То есть она как доказательство всем, кто прошел подобные испытания, что человек свободен. Я слышу. Мгм. Свободен в своем выборе. Да, Виктория, И считывается, что она кульминация очищения рода человеческого. В чем состоит эта кульминация, Виктория? Что это значит? Пока не ясно. Мгм. Пока я вижу только энергии, но информации не идет пока. Может, придет попозже. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим тот контракт, когда она заключила при вызове духов, на что она согласилась. Я вижу у нее на лице вот этот удар отца, эту Мгм. пощечину.
Мгм. И в этой так называемой ладони, это вот это слышу такой ляпас, да? Мгм. И там такие энергии, как будто точно вот это, как ей сон снился, кузнечики, вот это все такое, какие-то, я сейчас рассматриваю, энергии деградации. И вот как кузнечики вот так прыгают. Мгм. И они как-то там все шебуршится вот так вот, и прыгают, прыгают. Я это вот так сейчас. Это подключка идет в сектор интерферентов. Там Кто? считывается какая-то грязевая лавина. Принять удар на себя. Принять удар на себя — это программа? Ну, это ее как миссия, и потом я слышу, сейчас вернусь, что-то Мгм. интересное. Вернись, Виктория, что там Какие-то интересного? доспехи. Доспехи Бога, доспехи, как бы защита, выровнять. Вижу, как процессы в нее происходят. Выровнять, как бы поставить на место. Мгм. Так. Хорошо, вернись, Виктория, к контракту. Да. На что она в контракте согласилась в тот момент? Ну, вот это пощечина я вижу. Я слышу быть униженной, низменной. И снова вот это пройти круги ада. Мгм. Обезличенной, стать обезличенной. Пойти по стопам дьявола. Посмотри. Узнать, вот, и оно так с такой какой-то издевкой, узнать все прелести ада, смерти, Мгм. наказания. Вот это наказание. Посмотри, Виктория, что Вера потеряла в этом контракте. Но снова я слышу всю сущность, то есть весь М. запал. Она как бы превратилась в доминирующее звено распада. Так, а что это за звено? Что это такое? Как это Э, понять? я вижу ее, ну, какая-то игра, которая вот как будто одержимая она считывается, и со всей силы ее вот так бьет в лицо, не пощечину, как отец, а просто кулаком в лицо. Мгм. И Так. я слышу сияние Бога. Я вижу, что вот эти все преступления, на которые она согласилась против нее, оно так идет, что она согласилась на преступление против нее. Ага. Все И вот. сильная ненависть к ней идет из-за ее света. То есть, с одной стороны, они хотят, эти темные пространства, сожрать ее свет, а с другой очень сильная ненависть за то, что она вот свет. Мгм. Они хотят, чтобы она была такая, как они, с одной стороны, но если она станет такая, как они, им жрать будет нечего. Но они сразу оборачиваются, как стервятники. Вот и вижу такое, как будто какое-то существо ам, голодное очень сильно. И оно как Мгм. бы сожрало ее, но оно ее сожрать всю не может, потому что оно ломает зубы о ее основу. Мгм. Виктория, какое отношение Вера имеет к этой свете, если какая-то зацепка?
Но я снова вижу, как вера дает руку, ну, как бы не свете, а Сущности, которые... которая одержима это света. Мгм. В этот момент, Сейчас, именно одну когда она... секундочку, давай я Да, поднимусь, очищусь от этого поднимись. всего, отсоединюсь. Хорошо, Виктория, Давай, очищайся от хватит этому чужеродных уже энергий, почистим, копаться. поднимемся вверх. Да, Мгм. хватит уже копаться, давай вот, вижу опять эту стрелку, то есть Мгм. нужно отменять этот момент. Мгм. Хорошо. Если Вера хочет своим сознанием, пусть она откажется подавать руку этой сущности, она ее рационально отменяет, это вызывание духа, пусть она сделает это, откажется от всех условий контрактов. Я вижу, как она встает из-за этого стула, и этот стул с таким скрипом а, уезжает сам по себе, уезжает в портал, Мгм. а какие-то глаза выглядывают из портала, какие-то глаза, как у улитки. Такие шары вылезли из портала в секторе магии, а к ним такие подключки. Какая-то сущность там черная, считывается засекреченная. Так, сущность, что это засекречено, приказываю убрать все запреты на снятие магии голста, убрать иллюзии, убрать все блоки, зеркала и проявиться согласно эфирной ДНК. Как будто бы между камнями в расщелине такой дух, но он как бы произрастает из сектора магии. Мгм. Считывается человеческая личина. И вижу Светлана. Я Мгм. вижу, как человек отдает как бы друг друга, то есть это как цепная реакция, где человек предает другого. Вот отсюда у нее вот это представление, да, метафора ЦЕРН, вот, то есть это как раз и есть этот механизм. Без этого механизма, без предательства друг друга, этот план уничтожить человеческие души, он бы не сработал. Мгм. Он срабатывает только благодаря тому, что человек, воплощенный в человеческом обличии, предает более слабых. В этом как раз и есть секрет магии властелина человеческих душ. Мгм. Вот эта сущность есть как властелин? Что это? Да, Мгм. Люцифер. Но как мы его знаем, он ангел смерти считывается. Выглядит голодным, ужасно голодным, такой тощий, и он буквально с такой неистовой яростью набрасывается на... А ее горящий свет, так считывается, находится в кладовых Люцифера. Он ее загнал туда, Мгм. а Светлана сыграла роль предателя. Мгм. Так, вот это Светлане, приказывай этой Светлане отвечать, что она делает в пространстве веры. Она говорит, что Вера маленькая и глупая, и говорит, что она распоряжается ее душой. Мгм. Но говорят, это ее программы, но не она. А она потеряна к этому времени, уже считывается. Я слышу, что своим отцом потеряна. Мгм. Хорошо, если Вера хочет, пусть она приказывает всем этим интерферентам, которые работали через свет и самой свете, убрать все ее воздействия, отказываться
ей подчиняться. Она сильная, она взрослая и может сделать то, что она хочет. Я вижу, как эта стрелочка на этом циферблате вызывания духов, как будто через сердце Светланы, вот так у нее портал через сердце открыт. Ну, это же и говорят, человек-портал. Мгм. Как бы карма возвращается туда. Я передаю Вере, чтобы она отказывалась вызывания духов от этих ритуалов, закрывала все порталы, приказывала этим духам, Светлане и всем этим убирать их воздействие, их ложь, и пусть она вернет силу и веру в себя. Мгм. А это уходит и вдруг останавливается. Я вижу такие черные зеркала, вот так они идут, как портал, чух-чух-чух-чух-чух, бесконечность. И я вспомнила, вот себя буквально увидела в нашем, вот оно что, да. Я такое видела, но это в этом оперном театре во Львове есть вот эти зеркала, которые вот так друг напротив друга. И они создают вот этот эффект бесконечности. Бесконечности. Мгм. Да. Я вижу, вот Вера сидит в этом, как бы, она как бы идет по этому порталу. Она не сидит отдельно. Вот она сначала сидит, а потом она чух, вот так включилась. И она вот пошла, вот так как бы пошла, 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 а потом закручивается, потому что там есть предел бесконечности. То есть когда теряется след и начинает закручиваться как спираль. Мгм. Так. Там находится частичка души Веры. И там она какого-то Юрия нашла в этом портале. А, Какое считывается, я слышу, Юрий. Спроси у Веры, кто такой Юрий. Она говорит олицетворитель смерти. Мгм. Так. А зачем он ей нужен? Зачем она его искала? Она говорит, что ее так научили. И показывает, что вот когда она это сидит и делает этот ритуал, то у нее такой черный портал, как хвост. Знаешь, как говорят, у ведьмы хвост. Вот Мгм. такой длинный хвост. А ноги так, как она как бы превращается я слышу, Бафомета. И у нее ноги вот так вот, как копытца такие. И она смотрит на руки, а здесь тоже копыта. И такая козлиная морда. То есть она вот олицетворяет этим действием, что она такая же, как этот Какая-то Люцифер. сущность. Мгм. Да, то есть Бафомет– это символ властелина над человеческими душами. Это эгрегориальная вот система магического завладения душой, потому что душой дьявол или Люцифер не может завладеть до тех пор, без магии. Мгм. Магия заключается во взаимодействии, в согласии. Так. Мгм. Если хочет, Вера может отказаться от этих всех зеркал, от этих ритуалов. Все ритуалы, которые она назвала, она может сейчас от всех этих ее решений отказаться и убрать с ее пространства. Я слышу, что она хотела узнать будущее у Люцифера. То есть Мгм. не у своей божественной души, не раскрыть свой истинный путь, свою миссию. И я вижу, как такая черная книга за этой сияющей книгой, еще одна была черная. И эта черная книга, то есть она начала выполнять миссию Люцифера, а не свою. И эта черная книга бьет этого Люцифера, и эти зеркала складываются,
а она вот так, ну, просто как по этим спиралям вылетает вверх. Я ей передаю, чтобы она вернула все искры своей божественной души, всю ее энергию с этих вызываний духов, с этих ритуалов. Вижу, как какая-то петля образовалась в секторе магии. Мгм. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Оно вот так вот, такая черная, это какая-то как кусок спирали. И я вижу, что какая-то баба, звучит баба. И вижу женщина с такой закрученной прической, Мгм. то ли Бабушка Мария, которая на картах учила. Виктория, это она она? звучит просто как баба. Мгм. Пока. Приказывай этой бабе отвечать, что она делает в пространстве веры. Она говорит, гадать на судьбу. Мгм. Так. Какое имеет вера с этой бабой отношение? Что это было на физике за ситуация? Ну, я вижу, как Вера прибежала, как будто бы к ней прибежала, так руки повытирала, то есть от своих каких-то других дел освободилась, прибежала и села и садится как будто бы на табурет, на такой черный штырь. То есть как только она села на этот табурет, Мгм. и я вижу, она вот это именно правую руку ей положила на стол, вот эту, которая вот протягивалась вот так и как бы Мгм. от правую руку, как от сектора принятия решений. И вижу, как вот в плечевом суставе образуется такой, как сгусток черный, и просто идет по меридиану в сердце. А от сердца идет уже по меридиану к левому плечу, а потом так сзади уходит и считывается как плешь какая-то образовалась. Это, знаете, как говорят, плешивый, это как волос нету, плешь, Мгм. лысина. И я вижу, что в этот момент вот эта божественная энергия, вот, которая сияла вот, и считывалась в человеческий мозг, как бы сдавилась вот так этой плешью, и это сияние ушло. За ненадобностью. То есть я вижу, что когда человек обращается к демоническим структурам, чтобы узнать свое будущее, то за ненадобностью, потому что Вселенная, ну, не надо тебе пользоваться своим человеческим мозгом, ну, значит, убираем разум. Мгм. Это автоматически срабатывает. То есть не надо винить тут Люцифера и так дальше. Человек сам стучит из своего пространства, Мгм. чтобы навредить себе. Ага. Приглашает эти все неприятности. Хорошо. Спроси у Веры, видит ли она то, что произошло, когда она пошла учиться у этой бабки. Ну, вот это ключевой момент, который она сказала. То есть ей подсознание вот как бы подсказывало, что нет изображения, нет знаков, каким образом она может это. То есть, потому что сзади этой бабы стоит этот дух, и как будто бы карты держит в руке и просто ей говорит. То есть Мгм. гадать не обязательно на картах, можно и на пустых бумажках, никакой разницы не будет, потому что эффект тот же самый. Рассказывают демоны, чтобы человека пустить по тем жизненным ситуациям, в которых он потеряет как можно больше энергии. Потому что когда человек идет своим альфа-путем, да, то есть путем Мгм. своей миссии души, тогда Альфа и он бета. обретает Мгм. он как бы собирает свою энергию с прошлых воплощений, где он потерял. Тогда он выполняет свою миссию и сам очищается, восстанавливает свою гармонию и помогает другим, рассевает жизнь. А здесь наоборот.
Хорошо, Виктория. Вера, ее сознание, она хочет отказаться и отказывается от учения у этой бабки гадания. Пусть она отменит ее решение. Я вижу, как она смотрит на эти карты, переворачивает их, и вот это осознание приходит, и она видит вот эту черную энергию, видит этого демона, который за этой бабкой. Мгм. Я вижу, как идет обратно как-то вот этот жест был, что она как будто бы о фартух вытирала руки. И сейчас я вижу, как эта чужеродная рука, вот эта энергия вся уходит, и вот эти карты от нее уходят, и она буквально как будто бы выдавливает вот так наружу свое пространство, оно расширяется. И я слышу расширение сознания, и вижу, как через эту бабу, через этот портал магический возвращается ее энергия прямо вот сюда, в мозг. Ее сияющая энергия. Я ей передаю, чтобы она вернула только то, что генетически соответствует ее коду божественной души. И вот она, энергосфера стала такая плотная, большая, как шар, и она поднимается вверх. И тут какая-то подключка такая, Мгм. какая-то беловатая, тянется вниз в сектор интерферентов, и как будто бы тянет за собой и открывает портал, как будто бы к крышке привязана эта подключка. Мгм. Я слышу, Так. что это демонический эгрегор счастья. Ага. Давай, Виктория, посмотрим, в какой момент на физике Вера Ну, это подключилась. много моментов. Я слышу Мгм. по-украински забубоны. То Мгм. есть забубоны это, как перевести? Тоже забыл. Приметы. Примет. Вера в приметы. Мгм. Вот эти все ритуальчики. Мгм. Пусть Вера все ее Церковный эти... обряд, я Мгм. слышу. Вот эти церковные, которые, церковь на самом деле вот сильно демоническая из-за этих, я слышу плутовство, из-за этого плутовства и магии. Мгм. Что пусть Вера откажется от всех этих ритуалов, от всех этих принятия примет, от колдовства, от ритуалов. Пусть все эти решения ее Я каждая... вижу, как у нее, как кастеты на пальцах, вот так все перекручено было, пальцы. Как будто бы, знаешь, кастетом так все перевязано черными энергиями. То есть это блокирующее ее творческое начало. И оно все уходит. И эта штука, которая рука вот так держала крылья, тоже уходит. Но вдруг она закричала очень сильно, и у нее такая энергия, как в животе оказалась. Я смотрю, что это? Какая-то Мгм. прецессия, Что это за а, процесс? какой-то разворот. И я вижу крик, аборт. Мгм. Я вижу ее на кресле гинекологическом, и крик, кто-то кричит сильно. Посмотри, Виктория, кто кричит. Я слышу маленькая девочка. Мгм. Так. Хорошо. Вера отказывается от всех абортов. То есть она откажется А как ее абортировать. дочку зовут? Катя? Эту? Катя? Кэт? Ага. Эту девочку зовут Юля. Мгм. Слышу Юля. Сейчас это девочка. Она плачет. Говорит, что ее мама ударила. Показывает, что вот этот удар, который это наследственность. То есть вот эти программы, которые
она приняла саморазрушение на себя, они передались этой девочке. А вот сейчас я слышу Катя, только она вот не там, может, она была в прошлом воплощении Юли, или она Юлей хотела ее назвать. Короче, а Катя, ее душа находится в секторе интерферента. Я слышу под предательство матери, как будто бы накрыта такой железобетонной плитой. Мгм. И говорит, что предала ее 5 раз. Спроси, это 5 раз она хотела родиться? Вера, это 5 абортов? Нет, оно идет как-то по-другому. Оно идет, что 5 раз как бы прописалось в подсознании рода. А как это прописалось? Ну, буквально я по-украински слышу «вкарбувалось». «Вкарбувати» — это как не просто вписать, а как будто бы зубилом вырубить в скале. То есть это очень Впечаталось. точно Мгм. впечаталось. Вот. Мгм. То есть я так и слышу, что ну, вкарбувалось, то есть впечаталось. А, вот что интересно. Украинский язык — это же универсальный язык, мова. Смотри, вкарбувати — это ж карбованець. Это типа карбованец, это, ну, рубль образовался от карбованца, потому что карбованец, когда рубили, то получалось кусочек карбованца, это был рубль. Ну, это из истории, когда Русь управляла вот этими всеми Московией, этими всеми землями, да? Мгм. И карбованец, карбувати — это карбувати гроши или печатать деньги, да, то есть это имело, вот я ощущаю, так считываю, что имело ценность, да, то есть это та ценность, которая вот энергообмен, вот я слышу, энергообмен. То есть карбованец показывает как бы деньги, показывают силу намерения, да, демонстрируют, не показывают, демонстрируют силу. Мгм. Вот. И Ну, здесь это то же самое, оно, вот эти действия как бы демонстрируют силу намерения. И это подтверждает. Мгм. прописывается на уровне подсознания как бы в поколениях и вперед, и назад. То есть род — это все, что все делают, да, их решение. Это подсознательная такая база данных, определяющая вектор направления, слышу, вектор развития рода. Так, а вот этот аборт, где Юля родилась, которая плакала, это печать одна из 5? И я так не вижу. Я вижу этот момент, потому что я слышу начало. То есть, вероятно, это первый, да, когда было положено начало. Так, что в этот момент Вера, на что она согласилась, когда абортировала Я это? слышу удалить из себя материнство. То есть в этот момент она отказалась быть матерью живых. И я вижу, что в этот момент в ее утробу, буквально так считывается, как бы ее сияющая часть этой души уходит вниз, а вместо этого такая черная энергия, буквально я слышу, поглощает, ну как пожирает. И снова эти как букашки какие-то, сверчки, вот это все лазит, прыгает, вот это к ней пришло. Да, это те же энергии, которые были заложены еще отцом ее. Так, ну хорошо, в этой ситуации, где она
делал аборт, Вера отказывается от этих ситуаций, решений абортировать детей. Пусть она изменит это решение, откажется от этого. Я вижу, как она достает этого ребеночка и как облекает в такую золотистую энергию, и эта черная энергия уходит прочь, а к ней возвращается ее, как будто бы вытягивается орган ее и становится на место. Мгм. Вот, и я передаю, опять Юля идет. Да, сейчас я ее поищу. Мгм. Она маленькая, она находится в ее пространстве, и она говорит, что она не родилась. Мгм. Я ей передаю, что ее мама желает ее родить. Она ее любит, и я тоже ее люблю, и ты ее любишь. Мы все проявляем к этой душе заботу, любовь. Я ей передаю, что она божественная душа. Пусть она освобождается от этих, я слышу, пороков или порогов преступления. Мгм. И пусть это все чужеродное и не имеет отношения к ее божественной душе. Она вот так оглядывается, смотрит на себя. И я вижу, как такие руки, Веры руки, вот так берут, как будто животик такой большой. Этот ребеночек там растет, и потом вот так через сердце рождается. И я передаю этой душе, чтобы она собирала все ее частицы, где она потерялась, и возвращалась туда, куда она хочет. Я сейчас ее спрошу, куда она Сейчас. хочет. Мгм. Она говорит к Кате. Я говорю, сейчас найду Катю Мгм. и передаю Кате информацию, чтобы Катя вернула только то, что принадлежит ей. Потому что вместе с этой потерянной душой еще есть такая черная энергия. Я передаю Кате информацию этой душе, чтобы они отсоединялись, а также постоянно это Юля идет. Мгм. И Вере, чтобы они принимали, восстановили справедливость по отношению всех душ и начинают все вот так двигаться, расставляться по местам. Вот. И я слышу, что Кате Катина, Мгм. а Юле Юлина, а Вере Верина. То есть как-то все как-то расставляется по местам. И я слышу, как Вера говорит, я не убийца. Я передаю Вере, чтобы она сейчас стерла все эти ее решения, отменила и стерла со всех информационных полей. И вдруг вижу, как пространство, вот это темное, это как не портал, а просто вообще оно вот так, такая энергия огромная, светящаяся выходит. Это Катя, Юля. И энергия предательства, вот это как вихрь такой, уходит в сектор магии. И лицо Веры вижу, с нее так, вот ее лицо вижу, сияющее, и такая черная маска, маска убийцы, код убийцы я слышу. Мгм. Пусть Уходит. отдает эту маску искреннему хозяину и возвращает то, что принадлежит ей. Я передаю Вере, чтобы она передала породу, и чтобы каждая божественная душа стирала и убирала вот этот код убийцы. Я вижу, как она хватает за руку отца, за эту черную руку. Ну, фактически не отца, а его эти... Это Духов вторая этих. Мгм. личность, сущность, да? Это Да. вторичное я. Она хватает вот этого
Оно такое там, как жуки, вот это все такое. И я передаю, и она, фу, это сон вот этот, который снился, вот эти тошнотворные энергии. Мгм. Это энергии предательства, энергии вот этой магии, насилия, вот это всего. И вот этой семечки, которые как будто бы были, да, я ей передаю, чтобы Вера полностью убрала, а оно как семечко на семечке вот так привязано, чтобы полностью очищалась от этих чужеродных энергий, возвращала себе жизнь, гармонию и своему роду. Мгм. И я слышу, что она прекратила топтать себя. Хорошо. И сейчас она перенеслась вот уже в проекциях, где высшее я. И она там как будто в таком шаре огромном и что-то раздает вот так. Как будто бы книжки какие-то. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я слышу, записывает в родовую память истечение времени, параграфа. То есть какой-то параграф истек. Время истекло. Я слышу, что блуждение, блуждание, что это время этого параграфа истекло. Мгм. Что это, Виктория, обозначает для человечества? Ну, я слышу, что это очищение рода, Мгм. возвращение божественного кода в род, Мгм. Так. отказ от, я слышу, люциферианского кода смерти, кода убийцы. Я вижу, что вот эти все ритуалы магии, это и есть код убийцы. То есть это магия, вызывание духов. Это и есть код убийцы. Мгм. Что, Виктория, взамен этого блуждания возвращает вера? Но оно вернулось. Я слышу код жизни. Код жизни. Родовая программа жизни. Мгм. И я вижу ту ситуацию, когда она этого мальчика опрокинула. Это не она опрокинула. Она бы его не опрокинула, если бы не было этой темной матрицы. Мгм. Я вижу, как она его берет, посадила, и все хорошо. И вот этот крик ушел. То есть вот этот аборт даже, да, это Мгм. было как отголосок, да, это как магнит, который притянул эту ситуацию, один из этих магнитов. То есть обстоятельства такие демонические, да, то есть это управление было. Мгм. Хорошо, пусть она Жене тоже передаст информацию, алгоритм освобождения, там, все, что она хочет. Я вижу, что он как будто бы выходит из какого-то, оно считывается лабиринт, но у него руки вот так все поломаны, вот так руки, ноги как будто бы такими зигзагами, считывается искалечен. Я передаю Евгению тоже информацию о том, что у него все хорошо, он божественная душа, что он может освободиться от чужеродной матрицы, несуществующей реальности, и стать тем, кем он есть на самом деле. Мгм. А Вера говорит, что она ему пишет письмо любви. Хорошо. Передает тоже информацию. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай почистим пространство, очистим от этих всех чужеродных энергий, от ситуации, поднимемся вверх. Да, я передаю Вере, чтобы она очистила все ее пространство, эфирное, божественное, на всех уровнях.
во всех воплощениях, ее физическую реальность, все, что касается ее разума, ее рука, ее мысли, ее душа, пусть очистится от всего чужеродного. И я вижу, Мгм. как у нее слышу, из портала какой-то, вот как будто бы отсюда, с руки, выходит такая черная, такой жгут черный, и от нее отцепляются вот эти хвост, вот это все. Я передаю, чтобы она убрала из своего пространства все эти чипы, импланты, эти сгустки энергии чужеродной. Пусть наполняется светом, любви, гармонией, уберет этот страх. Вот бочка, где она Мгм. тонула, вижу, эта вода блестит, вот так колышется. Мама, я слышу, проявила гуманность. Мгм. Хорошо, если Вера хочет, пусть она отменит эту вообще ситуацию, поддаваться этой свете, отдаст ее и их интерферентам, которые воздействовали через нее, все эти нападки. Я вижу, как эта девочка вылазит из этой бочки маленькая. Вот, и, конечно же, карма возвращается к источникам. Мгм. И все, я вижу, как пространство закрылось. Так, хорошо. Вера поднимается вверх, я ей передаю, чтобы она убрала, а эта вода как будто бы в ее пространстве вот так. Я передаю, чтобы Вера сейчас убрала из ее пространства эту чужеродную энергию, страх, это чужеродное воздействие, пусть наполняется радостью, гармонией. Мгм. И я вижу, она вот так повернулась, вот в секторе миссии, и говорит, я смогла. Мгм. Виктория, посмотри, ситуация, когда над ней насиловали ее. Здесь была ситуация, когда этот педофил по прозвищу Горилла ее опрокинул на снег. Есть ли эта ситуация в ее пространстве? Она говорит, что она олицетворила себя с этим гориллом. И поэтому он притянулся. То есть это была неправильная рефлексия. Я вижу, как она ходила вот так, как будто бы мимо него, и так смотрела с опаской на него. То есть она притянула, то есть она как бы его примерила на себя заранее. То есть это как раз в этом и заключается магия. Угу. Вот, Прописалась. Угу. да, Прописалась раньше. да, вместо того, чтобы вот так не допускать в свое пространство, выталкивать, она это как бы примерила, ну, звучит, олицетворилась с ним. Я Угу. передаю этой маленькой девочке, чтобы Верочке, чтобы она в тех ситуациях. Отказалась допускать эти... Я вижу, она как будто бы купается в речке в такой, и так пух, как брызнула, и эти брызги как бы на него, и он ушел. То есть пропал вот так, ретировался. Угу. Хорошо, Виктория. От этой ситуации отсоединить. Да? Еще одна ситуация в Красноярске, когда ее в автобусе схватили и вытащили, избили. Давай посмотрим, что произошло в эфирном пространстве. Ну, почему-то идет эта ситуация есть в секторе магии, но она говорит, меня там не было. Так, а кто в секторе магии находится, приказываю проявиться. Там я вижу какие-то, я слышу завязка, и вот где-то в секторе на уровне живота снова вот так, как булька такая, знаешь, как шарик этот. Угу. А Иголочка. оттуда такие ниточки тянутся. Сейчас я посмотрю, что за завязка там. Угу.
Я слышу, кто-то шепчется из сектора магии интерферентов. И говорят, что ей нужно подать. И говорят, нам нужен ее ребенок, рожденный в гневе. Мгм. Они подстроили эту, то есть это несуществующая матрица, это реальность демоническая, подстроила эту ситуацию, потому что им нужен был этот нерожденный, я слышу, мертвый ребенок. Им нужно было умертвить ребенка вот в чреве матери, узаконить какой-то М. инцест. Так. Как это повлияло на веру, этот случай? Ну вот это меня интересует, что это за инцест. Посмотри, Виктория, что это за инцест, что это обозначает. В секторе магии появляется такой какой-то колдун в черной шляпе, колдовской, как треуголочка. Ну, вот так. Ну, как Баба Яга, ну, эти не Баба Яга, а эти, Остроконечный. Мгм. да, такая, какой-то Такой. шлейф там потянулся. Кто это в секторе магии? Приказываем проявить согласно физической ДНК, отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Он так и говорит. Но почему-то он всегда говорит, что он Илья Монастырский. Мгм. А я спрашиваю, почему он монастырский? А он говорит, что свои знания он получил в монастыре. Мгм. В монастыре. И вижу, он получил посвящение. Я уже второй или третий раз слышу в этом сеансе посвящение. Только вот сейчас оно проявилось. Посвящение. Посвящение в колдуны. Мгм. Это у И него в этом? вижу Да. какое-то звучит имя. Вижу молодой парень. То ли Йозеф, то ли Иосиф. Мгм. И он Старый. одевает как монашескую какую-то мантию. И там Мгм. какой-то камешек тоже есть. То есть, Мгм. То есть то, что он себе называет монастырский, это связано с этим посвящением? да, фамилия Оксаны тоже монастырская по мужу, да? Мгм. То есть это как напоминание я слышу о колдовском духе и о том посвящении. И я вижу, что это сработали те программы. Помнишь, как я говорила, что магия без человека-предателя не срабатывает. То есть духи не могут проникнуть в наше пространство до тех пор, пока кто-то из человеческих существ не предаст, не научит, не подскажет, то есть не предаст своего сородича, да, Мгм. и не, я слышу, не посвятит в магию. И я вижу, как он, этот монастырский, ам, какой-то крест рисует на лбу. Мгм. Он себе сам рисует его? Нет, он кому-то другому рисует. Так, а кто это другой? Посмотри, Виктория. Он вот так руку протянул, э, и такая, как маска, и на маске такой черный крест нарисовал. На черной маске еще чернее этот Мгм. крест выделяется. А за этой маской я вижу лицо Веры. А она стоит
и руки у нее связаны сзади. Мгм. Так. А почему у нее руки связаны? Это братство какое-то, ее привели. Там стоят мужчины. Они тоже в таких мантиях. Мгм. Какое-то братство, оно звучит. Оно имеет отношение к какому-то кадуцею. Мгм. Звучит слово кадуцей. Но я знаю, что такое кадуцей, но как оно здесь это какой-то другой смысл, таинственный. Я слышу, что это тайна Люцифера. В чем она заключена, эта Люциферианское тайна? тайное братство, братство убийц, магов, колонизаторов, человеческих душ, Мгм. пришельцы. Пришельцы. Да, я слышу, пришельцы. Космические путешественники, колонизаторы, угроза. И вот так Паразиты. угроза. Мгм. Так, а этот случай Веры с завязанными руками, это ее какое-то прошлое воплощение? Но сейчас я вижу, что все пространство как будто бы вот так, я слышу, в предвкушении развязки. Оно как Мгм. застыло вот так, как будто бы, ну, не замерзло, а именно все в ожидании, Мгм. что произойдет дальше. У Давай нее контракт. посмотрим. Мгм. А сейчас мне интересно, что это. Было ли это реальность или это навязанная иллюзия? Потому что Илья использует все технологии, разработанные этими учеными, по-моему, в Ленинградском этом институте психологии и этих Мгм. чего-то там Изучение технологий. мозга. Да, да, вот там. Посмотри, Виктория, эта ситуация реальная. И сейчас я посмотрю. Эта ситуация находится в секторе, ближе в сектор магии. Ну, оно идет, что это предыдущее воплощение. Но я вижу какое-то как животное. Сейчас я посмотрю, а, уйдет ли эта ситуация, да, что на физике, как это связано и С с Верой. верой. Мгм. Давай Она посмотрим. показывает, что эти крылья, вот эта черная рука, Мгм. вот эта подключка связана. И она говорит, что она уплощала свое сознание, вырывала себе буквально как будто бы вот так руками могилу. Я сейчас ее прошу, чтобы она показала, каким образом, что она делала в реальности. И вдруг я вижу, она сидит как будто бы вот в такой медитации. Мгм. Говорит, приглашала, чего, пантерок? Да. Приглашала. Сейчас я хочу посмотреть. Говорю, Мгм. что произошло в эфирном пространстве, что означает вызывать пантерок. Она говорит вызывать зверя, вызывать тайную мафию и называет ее полицией души. Вот. Мгм. И опять вот так показывает и говорит, что он нарисовал ей крест. Это как считывается как какой-то орден, знаешь, тайный орден, Мгм. Так. кадуцей. А что означает кадуцей? Считывается это, что прописывается на генетическом уровне, то есть в генетике, в генетическую память информация о
о связи. То есть она признает себя родственником, такой же, как этот Люцифер, и она становится как дочь Мгм. Люцифера. То есть вот это вызывание духов, это тоже, ну, помощников или этого, это то же самое, вот я вижу, что и вызывание там других духов, какая разница, Пушкина или Пантерку вызвать. Вселенная прячет, уводит на утилизацию и на аннигиляцию все то, что не имеет потенциала к жизни. Все ошибочное, а люди это вызывают. Это все равно, что достать из унитаза то, что туда там куда-то потекло Мгм. по трубам. Да. Вот. Давай, Виктория, посмотрим контракт, который она заключила. Но очень реально происходит вот это, я вижу какой-то ритуал. Слышу песни, голоса, какой-то мужские голоса, и женский завывает так. Мгм. Вот эта девушка, которая там стоит. Поговор- Потом кто-то ей так чах, как будто бы голову отрубил, и она так упала. А эти продолжают ее держать за веревки, за руки. И тело продолжает, как будто бы, ну, стоит на коленях, а кровь течет. Это посвящение. Я слышу, это посвящение в Люциферы, вот этого Сталина. Это он так посвятился, он принес в жертву эту Вера в том веру воплощении. в том воплощении. Сейчас я ее спрошу, как ее зовут. Мгм. Она говорит, я же тебе говорила, Юля. Мгм. Это ее частичка души. Да. Она говорит, Юлия. Мгм. Так. Может, я вот это, что я слышала, Юра, а это была Юля. Может быть, Виктория. Ну, тогда этого видно не было, просто Ой. я уловила. Мгм. Ну ладно, сейчас идем смотреть дальше. И я Мгм. слышу, что это посвящение в Сталина. То есть таким образом, через этот ритуал магический, этот молодой человек, семинарист, или вот так, он как будто бы Да-да. какое-то братство там такое. Я это уже видела, эти руины. И вот он как будто бы достает. Это тайное знание. А что же это тайное знание? А тайное знание типа это как раз и есть преодоление себя. Мгм. Я слышу уличение себя в мужестве. То есть таким образом, принеся в жертву таким образом эту девушку, он как бы подписал контракт, продал душу дьяволу, подписал контракт на принесение в жертву миллионов через репрессии, голодоморы, войны. И этот контракт продолжается и сейчас. Мгм. Россия стала преемником, ну, не Россия, а РФ, как они ее обозвали, да, Мгм. стала преемником вот этой дьявольской власти, Банды. Ага. да, и они буквально прописывают код убийцы каждому человеку, начиная со школы, вот эти военные, военизированные институции детские, да. Мгм. Все эти Это как в пионеры, Хамас, октябрята, да. все Ну, это сейчас что продолжение. творится? Как в Мгм. Хамас. С рождения они уже их готовят, палестинцев, как убийц. Точно так же в России. Они же таки говорят, мы закончим с Украиной, пойдем дальше. То есть там войны Мгм. бесконечные, да? То есть это прописывание кода убийцы для того, чтобы уничтожить. Я слышу, зачем.
Вот я вижу этот зверь, чтобы насытить этого зверя. И я Мгм. вижу, что я слышу, что Кремль– это вот открытый портал, а Илья– один из его этих главных, я слышу, то ли мусон, то ли масон. Масон. Бенефициары. Что? Бенефициары. Как-то идет слово. Масон, да. Это и есть орден этих иллюминатов. Ну ладно, есть вот так, как есть. Угу. Так, хорошо, давай вернемся к контракту. Посмотрим контракт Веры, когда она согласилась принести ее же в жертву. Она говорит, я его знала, показывает на него или узнала пальцем. И я говорю, как она его узнала, и она уже показывает, как она берет вот эту пантерку черную, и вдруг с этой пантерки такая шкурка как будто бы отпадает черная, а внутри она говорит, я сама. То есть я вижу, что это, что жертвы этой секты Цельнозора, это на самом деле те жертвы, которых он убил при жизни, когда был Сталиным. И сейчас вот этот кот, он тогда убил тела, а сейчас убивает души этой черной магией. Угу. Он приносит в жертвы, это его миссия черная. И те люди, которые приходят на этот канал его, это те убиенные Да, жизни. Угу. да. Это срабатывает так вот этот синдром, Стокгольмский. стокгольмский синдром, да. Ну, я слышу, Угу. это не так умно. В эфирном пространстве все очень просто и конкретно. Боятся. То есть вот этот генетически прописанный вот это код, Угу. этот страх, вот откуда этот кадуцей, вот что означает кадуцей, он как раз и притянул этих жертв. Вот они вышли на канал его, притянулись как магнитом для того. Но каждый, ну, это бета-путь, да, то есть это бета, как бы путь не эксклюзивный. Альфа-путь– это уже проверенный, эксклюзивный путь, который однозначно приведет к жизни. В бета-пути– это путь поиска ошибки и вот эти и вознаграждения, все здесь вместе. То есть здесь одни вырываются, потому что чувствуют свою божественную душу, или просто не чувствуют, но сознательно выбирают себе жизнь, и это тоже срабатывает. Выбирают целостность, и это приводит их в конечном результате к очистке. А другие полностью поддаются этому страху, этим иллюзиям, миру несуществующему, который он пропагандирует, эту иллюзию. Ну и все, и уходят на полную аннигиляцию, на полное уничтожение души. Не просто тела, а и души тоже. Все по воле. Сам человек все, сам себе судья. Его же руками. Угу. Хорошо, Виктория, давай еще посмотрим контракт Веры с этим Люцифером. Она через ему Илью. говорит, я отдала ему все. И как будто бы такой лист дает. И на этом листе вот это написано черным шрифтом, а шрифт тянется вот так под ключки в сектор магии. Я слышу к Сталину. Угу. Так, что написано? Он говорит, что он чувствовал свое призвание. Я слышу, отец деспот у него. Угу. Вот. И она говорит, она сияющая, вот девушка такая вся сияет. И говорит, что она пришла в этот мир, чтобы помочь
И опять идет отсылка к людям, человечеству. То есть как идет, встретились как бы две версии, две противоположные миссии. У нее идет миссия помочь Спасение. освободить человечество, а у него наоборот насытить этого голодного зверя Люцифера человеческими душами. Мгм. Так. Спроси Вера, зачем она согласилась на эту жертву? Но она постоянно показывает на сектор миссии, говорит «мой приход». Мгм. И я вижу, что она вот так там стояла, потом как будто бы от общего света отпучковалась и так просто в черный портал. Оно считывается буквально как лезвие ножа, так шух. И попала, я слышу, в преисподнюю, Мгм. в мир протеста. И я вижу, что она попала в наш человеческий мир. И революция, мир Мгм. протеста. Я вижу революция. Вот этот символ. Серп и молот красный. Агрессия. Мгм. Царство Люцифера, я слышу. Время пришло. Царство Люцифера. Отсчет. От чего отчет, Виктория? От революции. Вот, от Ага. 17-го года. Отсчет пошел. И куда он должен, этот отчет? Имеет ли предел этот отчет? Да, он пришел к сегодня. Мгм. 24-й год. Мгм. Год расплаты. Понятно. Так, хорошо. Давай рассмотрим еще, Виктория, этот контракт. Да. Какие еще условия в этом контракте? Смотри. Я слышу декабрь 24-го. Это Так, да, было? закончится власть Этот. Люцифера в Москве. Закроется портал. Сейчас я проверю, интересно. Да, это связано с какими-то договорами подписанными. Где-то в швейцарском банке почему-то идет. Это связано как-то. С горой Магомета. Господи, что такое? Это, Какая-то видимо, гора какие-то Магомета. древние. Мгм. Да. И я вижу, что эта гора, это как Мантихор, эта гора, но она идет как гора Магомета. Мгм. Ну ладно. Давай вернемся к контракту, Виктория. Да, она, вот я вижу, она как бы отдает, говорит, всю себя. Мгм. На растерзание волка. А волк идет не как волк в лесу, а как волк, этот, который человек превращается в волка. Мгм. Так, и кто это Зверь. такой? Мгм. Ну, вот этот зверь, ну, как оборотень. Я вижу, что здесь в роли этого оборотня как раз представлен вот этот дух Люцифера, который как бы соединен с человеческой природой и прописан в генетике человека. Вот это вот, оно вот понятно. То есть я вижу, что это искажение человеческой природы вот, посредством участия в магии и в насилии. Мгм.
Здорово. Холодно. Спасибо. Хорошо, посмотри, Виктория, что Вера отдала в этом контракте. Она говорит всю себя. Мгм. Спроси у Веры, какой у нее был скрытый смысл в этом контракте. Она говорит, счет пошел по дням, по часам, по секундам. Мгм. И Хорошо. вдруг я вижу, Мгм. как оживает эта картина, которая была застыла. И она вдруг поднимает голову, которую ей отрубили там. Она поднимает голову, я вижу, как у нее... и гром у нас. Как Ну, как руки обычно. Ага. И руки у нее уже не сзади, а спереди. И она вот так раз взмахивает, как крыльями, и поднимается вверх в сектор принятия решений. Мгм. Она говорит, Так. что там она отказала отдать себя Люциферу. И я вижу, как этот семинарист, вот так идет, этот студент, ну, в такой Мгм. какой-то балахон, начинает что-то искать. Он ищет свою жертву первую, а она говорит, я отказалась. И у нее изо рта вот такой черный шар к нему полетел. Я передаю, идет имя Юля, это Юлии, Вере в этом воплощении, чтобы она отказалась приносить себя в жертву в этом воплощении, вызывать этих духов-помощников, Мгм. подчиняться его воле колдовской, пусть очищает и отказывается тогда, и я вижу, она встала, и вот так меч, вот этот, который она летела, вот этот отрезок в это воплощение, у нее это вот так от руки, как меч, а это портал. И она берет этот портал, вот так как будто бы раскрывает, и оттуда, я слышу, выходит живая Вера. Мгм. И я вижу, как это пространство просто закрылось, и она радуется, обнимается с другими божественными, как с ангелами, существами, обнимается, радуется и говорит, что я смогла. И я передаю Вере ее рациональной части, ее подсознанию, чтобы она стерла со всех информационных полей любые притязания антимира, пусть отдает всю магию, колдовство, пусть приказывает Илье забирать его магию и отказывается принимать участие в его ритуалах смерти. И тем самым пусть аннигилирует его посвящение с этого момента, его посвящение не имеет силы, оно аннулировано, так как Вера отказалась участвовать в этом ритуале принесения себя в жертву. Я вижу, как напали такие энергии, но не хватило им силы. Они вот сюда хотели достать, в сектор принятия решений, чтобы аннулировать это ее решение, но не смогли. Я передаю Вере, чтобы она выталкивала вот эту подключку к сердцу. Я вижу, как эта черная энергия уходит прочь, а вместо нее она возвращается. Ее энергия, я передаю, чтобы она вернула, очистила ее генетическую память и вернула только то, что ей принадлежит, что соответствует ее божественному коду, рожденному по конам живого Всесвіту. А все Мгм. чужеродное пусть выталкивает, она это делает. И я вижу, как ее энергосфера уже вот так не вибрирует и не звенит, и она просто поднимается вверх, как ангел с крыльями. И тут вдруг ее за ноги кто-то цапнул. Какая-то энергия из сектора интерферентов. Как будто бы кто-то такую, знаешь, как петлю кинул на ноги. Мгм. Кто это там находится в секторе интерферентов? Приказываю проявиться. Я слышу карусель взаимодействий. Это эгрегор?
Сейчас я посмотрю, да, я вижу ее мужа, который по отношению к ней в тот момент был в секторе магии, и вот его слова эти, ни пуха, ни пера. А она отстояла это, я ей передаю, чтобы она полностью очистила все ее пространство от предрассудков, передала информацию ее мужу, ее Мгм. роду, всем ее, вообще всем людям. Я вижу, как эта петля тает. Мгм. Пусть отдает все притязания интерференту, пусть забирает. Пусть все зацепки, которые имеются в эфирном пространстве, пусть У нее стирает. энергия вот так, как вдруг, там, где у женщин матка, такой Мгм. свет, вот так вот, ну, как бы вытек из сектора интерферентов, она ее забрала, ну, как оно, я вижу, как оно вернулось, и вот так, как вспыхнула ее энергосфера, и включился Тор. Я слышу божественная непритязаемость. Вот это, естественная защита вернулась. Вот эти доспехи Бога. Вот эта защита, это и есть вот эти врожденные человеком изначально, как божественная душа, это естественная защита, это и есть доспехи Бога. Настройка на правила Чистота, жизни. да, М. чистота от магии, насилия, это и есть естественная защита. Да, отлично. Хорошо, И пусть она Вера. говорит, Да. я свободна, как арбуз. И показывает арбуз, как он растет, она изнутри показывает, как арбуз растет, выстраивает свою форму, а внутри эти семечки, говорит, семена радости, семена счастья, гармонии. Здорово. И я вижу, что вот эта сказка про Золушку с этим арбузом, это вот этот арбуз из этой сказки. С тыквой там было С вроде бы. тыквой, да, вот эта Мгм. тыква. Ну, я так сказала арбуз, потому что Мгм. по-украински гарбуз, тыква, да? Мгм. Оно мне вот Мгм. так идет. То есть эта тыква, это как раз и есть как символ божественных кодов, которые антимир переформатировал под себя посредством магии. И миром управляет магия. Без магии ничего не произойдет в жизни человека, ничего негативного не может произойти. Все происходит гладко, все прекрасно, все хорошо. Я передаю Вере, чтобы она очистила все ее пространство божественно, вернула весь творческий потенциал, вернула гармонию, творчество, сияние, а у нее вот это все сияет, то есть вот этот человеческий мозг, все сияет. Тор, да, она показывает, из рук такое излучение идет. То есть эти меридианы творческие, все открыто. Мгм. Еще какая-то подключка тоненькая, тоненькая, считывается запредельная, идет как к матке идет туда, в женский орган, я слышу. Сейчас я посмотрю. И такая железная пластина. Это программа самоуничтожения творческого начала. Я передаю Вере, Вере, чтобы она что. показала, когда она отказалась от этого. Она показывает, что это произошло, когда вот эту ситуацию, когда она приносила себя в жертву, позволила принести себя в жертву. М. Это та ситуация Да, я ей передаю, Юля? чтобы она этот имплант, ну, М. люди думают, что имплант это какая-то физическая штука или какая-то магическая или что-то. Нет, имплант это сгусток, скажем так, информационный, энергоинформационный, который образовался. Это такой, как оно считывается, как ключ, Мгм. как плата такая, да, в которой прописан тот случай,
когда человек пошел против божественной своей души. Потому что в гармоничном пространстве человеческом там нет никаких вот этих завязок, никаких ключей, ничего этого нет. Там все гармонично. Все энергии проистекают легко и свободно. А все эти ключи, замки, вот это все, эти платы, это все происходит тогда, когда человек делает решение против себя. Мгм. И я Так, передаю ей. Оно так и считывается, вот это как секира такая, которой ей отрубили голову, оно так шух. Вот. Я передаю, чтобы она отдала, пусть приказывает этому Илье забирать его же этот инструмент, эту всю его магию, насилие к нему уже пусть возвращается, и все последствия за все ее пережитые страдания, за все это пусть забирает. Человек-предатель должен понести карму за все его, за все его так называемое магическое творчество. Вот. Мгм. Я вижу, как это выходит, и эта секира так пух, как будто бы ему голову отрубила. И я передаю Вере, чтобы она очистила все ее личное и общее пространство, и очищу тоже. Мгм. Я просто слышу, как информация пошла по эфирному пространству. Я слышу розголос по-украински, розголос, то есть пошла как волна информационная Мгм. для освобождения душ. Вот она свою миссию и выполнила. Добро. И я слышу, что она презрела на своего насильника. Вот молодец, так и нужно. Отлично. Что, Виктория, очищаем пространство, все чужое Да, на аннигиляция, все эти ситуации отсоединяемся, поднимаемся вверх. да. Мгм. Посмотри сейчас на Веру, как она выглядит. Она говорит, я живая и готова перейти дальше. То есть она, конечно, еще как бы уперлась в какое-то пространство, Мгм. сознательный союз. Я ей передаю, что показываю ее аспекты, что Вера все сознательные союзы на уровне сознания расторгает. Да, и пусть и стирает со всех информационных полей любую связь. Я передаю Вере, чтобы она очистила ее генетическую память от присутствия чужеродных энергий, жертв, ну, вот этих моментов жертвы, предательства и всего этого. И я вижу, как этот момент, насильники, когда на нее напали, вот они все уходят. Вот это было связано с этим моментом. Мгм. Вот. И эта энергия, ее энергия, которая была заключена как в общем союзе с этим Гуашвили, или как-то так звучит. Джугашвили. Джугашвили. О, прозвучало Джугашвили. Она расторгает, и он больше не монастырский, а он просто, и он падает как ангел, как камень вниз. Он уже Джугашвили, он уже не монастырский. Мгм. Он уже обычный человек, и посвящение его аннулировано. Все? Хорошо. Мгм. Отдаем этому Джугашвили всю его карму, все его воздействия. Да. Забирает, а мы отсоединяемся от этих всех низковибрационных пространств, поднимаемся вверх. Мгм. Хорошо, посмотри еще раз на Веру, как она выглядит. Ну, она выглядит, она и сначала выглядела как богиня, а сейчас она как богиня, у которой вот такой как будто э, символ. Сейчас я скажу. Мгм. Это последняя буква греческого алфавита. Омега? Омега.
Да, вот она держит омегу в руках. Мгм. Отлично. А Ну, вот она, хорошо. кульминация. Мгм. Вот она и Здорово. кульминация. И вот я слышу эти слова. Я альфа и омега. Твои слова, ты говоришь там. Мгм. К То есть завершению. были первичные контракты расторгнуты и конечный. Мгм. Ну, добро. Мгм. Замечательно. Спроси у Веры, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она благодарит. И мы ее благодарим за выполнение ее миссии. Да. Хорошо. Тогда И прощаюсь. знаешь, что мне идет? Еще одну секундочку. Да. Вот она была как бы унижена до самого предела, да? А Мгм. сейчас она заслуживает как бы вознаграждения, компенсации и заслуживает на все самое лучшее от первоисточника, от источника жизни. И она это все получит и получает уже. Мгм. И все Отлично. божественные души прошли этот путь, испытания, доказали свою верность конам жизни. И с этого момента начинается совершенно новый путь. Каждому по делам его. Ну, не совсем так. Нам дается больше, чем мы, потому что если бы ну, Вселенная дает больше, она не по конам справедливости, то есть кон справедливости это второй, а первый кон это любовь. Потому что если бы по конам справедливости, то мы заслуживаем все абсолютно, без исключения, на смерть, на уничтожение. А по конам любви Мгм. задействуются вот эти снисходительность, да, за то, что мы не знали, за то, что мы не догадывались, за то, что нас обманули. Поэтому вот эти сеансы очищения, они сейчас и возможны благодаря бесконечной любви нашего Творца и Вселенной, которые, я слышу, укладываются, да, в вот эти иконы справедливости и все остальные в главный кон любви. Мгм. Хорошо, Виктория. Благодарим Первотворца жизни за эту любовь, за поддержку. Хорошо. Мгм. Прощаемся тогда с Верой. Да. Всех ей благ. Хорошо. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Поднимайся максимально вверх. Проверяй твое личное пространство. Все чисто. Угу. Наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, света. Я посчитаю 1 до 3, ты увидишь физическую реальность, здесь с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. Но, Виктория, не знаю, как ты, я вот так устала. И у меня вот вообще вот под конец, у меня так заболели яичники, вот прям особенно левый. А я все время думала, почему я так дышу и хватаю все за горло. Все мое вот это, я все горло свое вот так тискала, хватала. Теперь понятно почему. И я вот касаемо Ильи, я же хотела включить и еще раз отменить то, что я вызывала партерок. Я вот знак не рисовала, я сразу ушла, то есть не задержалась от него. И я забыла со своими семейными вопросами, что надо было Илью включить. И тут выходит такая информация, я сказать потрясена, конечно, была, но и оказывается, я когда дышала, я плакала, поползала по полу и чертила буквы прям на полу «фашизм». И рыдала Муссолини, Гитлер, Сталин. И вот этот потом мне идет Тегеран. Я прям пока вот шел сеанс, я быстро-быстро все писала, что вспомнила. Тегеран, мне пришло вот это совещание, Тегеран 43. И я видела сон, Берлин и Рейхстаг. Старая фотография выцветшая. И вот так вот полоса, за которую я не заходила. И я видела крыльцо, как солдаты бегут, флаг водружать на Рейхстаг. И потом
и вот мне идет 2025 год, Мгм. 2025 год. И все этот белый дракон с усами лезет, китайский, а там лицо Си этого с кольцами. Я говорю, вы виток времени хотите? Виток? Я говорю, вот вам виток, а вот вам завиток. Взяла меч и разрубила его. 2025 год. И потом вот этот вот Илья, он же лез ко мне еще в прошлом году, как дышу. Я говорю, пошел вон отсюда, а он как клоун, ножки колесом, вот так. Я говорю, ты знаешь, кто на него смотрю? Ты, говорю, прыщ мерзкий, говорю, ты прихвостень, говорю, системы, ты, говорю, продажный, говорю, мерзкий, говорю, вонючий клоп, ты, говорю, с претензией на величие. Я его так ругала, говорю, тьфу на тебя, ты, говорю, мерзкий клоп. И потом идет мне вот этот вот Курская дуга, плачу Курская дуга, потом идет Мамаев, Курган, и потом не идет Мамаев, Илья. И тут же такая, я дышу, у меня слезы текут, я говорю, Сталин, предатель народа, и Мамаев Курган, и эта Родина-мать зовет с мечом. Я говорю, ты больше никого никуда звать не будешь, ни на какую войну. Я говорю, ты предатель, и прям Сталин с этими знаменами. Я говорю, ты предатель своего народа, Сталин. И вот этот вот Мамаев, Курган. И такая же дышу и думаю, Мамаев, Илья, думаю, ну надо же. И вот этот вот вылез, и вот этот, и потом вот Тегеран 43, и вижу, вот это вот прям вот как они сидят все там, и, значит, Самир делят, вот все эти президенты. Вот, и вот этот вот фашизм, и вот, и мне идет 2025 год, 2025 год. И так вот, и всю землю вижу, нашу побритую тайгу сибирскую, она все ежится, и холодно. Вот, Енисей нас течет великий, он говорит, устал я, говорит, держать эту воду, это с плотина. Я говорю, Мгм. да потерпи, говорю, маленько уж осталось. Но а тайга все ежится, побрита, мерзнет, бедная. Все земле не нравится, вот так вот. Вот. Так что я и с Енисеем говорю, великая ты наш батюшка, река наша великая. Он говорит, устал я, плотину. То говорю, как на лошадь на тебя, говорю, набросили уздечку, эту Саяно-Шушенскую ГЭС. Он говорит, да уж побыстрей бы, устал я, говорит. Вот. Так вот я полетала. Вот. И вот Супер. так вот я, да, увидела и фашизм, и все перечислились у меня там, да. И сказала я ему, ты, говорю, мерзкий, ничтожный прыщ, ты, говорю, предатель, говорю, с претензией на величие, говорю, пшел вон, говорю, с моего пространства. И он так и укатился. Вот, да, и вот как вот ты говорила, кривые ножки у него, шутовской колпак этот, и он вот так вот прикатился, я говорю, пошел вон, и он укатился. Так вот. В общем, вот так. А так, конечно, цель, то, что я внутренне прорабатывала, то, что вот я внутренне декларировала, даже не сказав тебе, Виктория, да, ты вот это все и увидела, то, что я даже забыла сказать, и вот эта внутренняя моя декларация помочь человечеству, что в моих силах. Когда я родилась, сказала, отсчет пошел, и вот это все, что есть моя миссия, пусть моя миссия будет помочь человечеству, передать информацию. Ну вот, и на самом деле действительно все отозвалось. Ну да, конечно, и вот у меня прям такая усталость, и, ну, я, конечно, у меня Иди энергии, поотдыхай. конечно, у Иди меня поотдыхай. Перезагрузиться. да, у нас полярный день, главное, тучи были, дождь, очень холодно было. А сейчас вот как сеанс пошел, вторая половина сеанса пошла, когда началось очищение. Вика, выглянуло солнце, оно же не садится, ушли все тучи, синее небо, и солнце прямо смотрит на меня, вот прям вот так вот, аж вот так в окно мне вот так стоит. Вот, и вот оно вот прям вышло, все тучи вылетели, аж синее небо вышло. Вот, да, ну, такие слова очень трудно подбирать. И я хочу передать слова своей искренней признательности Свияшу
за то, что он создал эту просто действительно, она вне всяких просто вот это создание его этой практики, и всем, кто мне помог дойти. Каждый человек, который очищался, каждый Виктория, он мне помогал все время, вот тут я взяла, тут я осознала, тут я вот на сеанс, я вот когда дышала, я буквально ползла, у меня вот, когда я продышивала, я вот скребу ногтями пол, и вот так вот меня трясет, а я говорю, я все равно, я говорю, ползти буду, но я доползу. Я вот, это вот особенно в прошлом году такое было, я буквально скребла, я говорю, я буду скрести, но я буду ползти. И вот один человек еще очищается, а то отменилось. Я все время слушаю, все воспринимаю, прорабатываю и думаю, вот еще шажок, вот еще. У меня есть шанс. И я думаю, ну, все же кругом кричат, там все погибло, шеф, все пропало. Вот это вот, СОС, помогите. А я про себя все время думаю, если бы все было так плохо, как кричат, у меня бы не было ни одного шанса на спасение, ни одного. Меня бы уже, наверное, не было бы. Потому что, ну, мне так кажется, у меня программу самоуничтожения, уничтожения включились где-то в районе. А я считаю, что вот это все, думаю, это все не просто так. Такого просто не может быть. У таких, как я, которые настолько упали вниз и которые карабкаются, думаю, не может такого быть, чтобы все закончилось, чтобы мир погиб. Потому что у таких, как я, появился шанс вот с помощью всех божественных. Поэтому вот когда я плакала, почему у меня вот и упавшая моя голова была, а руки светлые, так говорят, мы здесь. Вот так меня гладят, говорят, мы здесь, вот так вот. И я говорю, меня вот эти вот светлые руки поддерживают. Оно так бывает. Чем больше цена заплачена за свободу, тем слаще победа, тем больше победа. Так что... Да, будем жить. И вот я, когда я сейчас вот договорю, конечно, эмоции меня вот это захлестывает. Я когда дышала, Виктория, и я вот всем, кто будет смотреть сеанс, я просто передаю всем светлым душам, всем, кто хочет спасти свою душу от разрушения, дышите, прощайте себя и идите к свету. Потому что когда я вот уже дышала позавчера, и я прямо написала, еще в маске, у меня же листы бумаги всегда с собой, и я написала, я буду жить. Я буду жить. Я раньше кричала, я хочу жить. А теперь я написала, вот я буду жить. Я буду жить. И вот у меня действительно, потому что ну, все, как говорится, по вашей воле дается вам. Вот так. А вот. Вера, уже дышала новую практику? Да, сегодня вот как раз перед сеансом раза 2 продышивала ее. Великолепная практика, победитель. Вот она как раз вообще ложится после сеансов на осознанность, вообще ложится прекрасно. Она как раз, ну, скажем, вот прям вишенка на торте. Она помогает забрать энергию из неверия в себя и переместить я творец, да? Да. Потому что это правда. И самое важное помнить, вспоминать те моменты, когда мы чувствовали себя молодцом. Бывает это даже трудно. Нужно вспомнить и даже записать. И когда ты делаешь практику, да, когда делаешь практику, открыл глаза и в список посмотрел. Это очень важно, потому что когда мы фиксируем на реальности, тогда мы забираем свое внимание из этой нереальной реальности, да, с этих фантазий, иллюзий, потому что прошлого же нет. Все эти переживания остались, а прошлое ушло. То есть нужно подчистить. Что мы делаем? Мы на физике подчищаем свою память, свои переживания, эти привязки, подключки. И чтобы это легче было, то есть чтобы вернуть веру в себя. Вот эта практика, она коротенькая, 15 минут или 17, да? Но потому что она конкретную одну задачу решает. Там
нет надобности растягивать там на 40 минут, на 30 минут, как прощение себя, потому что там нужно рассмотреть очень много многосторонних этих моментов. А здесь алгоритм простой. Нам нужно вернуть веру в себя. Чтобы вернуть веру в себя, значит, нужно найти хотя бы 3 своих момента, когда мы с собой были довольны. Вот, прописать их крупным шрифтом, потому что когда работаешь в эфирном пространстве, там же сразу и программы, и светлая своя воля, и все в кучу, в перемешку, да, то есть нужно волю взять и забрать ее от этого негатива. Ну что, Да. благодарим тебя, ты как вот такой образец, просто образец работы над собой, идеальный образец, да, то есть человек, который берет полностью ответственность за свою жизнь, Да. за свои поступки, свои руки, который учится верить и верить в себя, это очень важно. Да. То есть, Да. как я говорю, академический пример, как работать над собой, да, потому что есть работа над собой, можно обращаться к психологам, коучам, терапевтам, все такое, а можно взять свою жизнь под контроль, и мы не психологи, я не клинический психолог, я не психиатр, да, но я, имея опыт, образование соответствующее и телепатический дар, могу сказать, да, вот это так работает. То есть, если идти по этому пути саморазвития, то как раз это самый тот путь, который приведет к освобождению и к гармонии. Да. Можем опубликовать видео? Конечно, да, конечно, Вот это Виктория. да. Конечно, С открытым лицом? Я думаю, что я раньше все время стеснялась, очень всегда бывала в тени, но я так думаю, что можно и с открытым. Пусть я буду с открытым, пусть люди видят, пусть люди, кто Знают своих имеет, героев. пусть, ну, я думаю, что можно уже и с открытым. Я все время стеснялась, я думала, ну, что выйдет на сеансе. Если, может быть, какая-то там есть, что-то в аспектах, может быть, что-то нужно будет немного подкорректировать. Смотрите сами, что посчитаете Хорошо. нужным, что-то, может быть, там подкорректируйте. А мне Вот. приходит пророчество из последней книги Откровения, где написано, что вот Женя сказал, пусть люди знают своих героев, а там написано, и будут написаны новые книги жизни, новые книги, а мы же пишем новые книги. Это же образ, да, переписывание своего прошлого на новый лад, как нам нужно сейчас, и будут написаны новые книги, и будут эти люди, которые будут писать эти книги, сиять, как звезды на небосводе. И все будут знать их имена. Женя, Виктория, благодарю. От своего истинного сердца. Спасибо вам, благодарю вас.